Операция продолжается. Офицер с экипажами обсуждает дальнейшие действия. Из дома, граничащего со школой, постоянно ведется огонь по солдатам и офицерам сирийской армии. Последний. У меня есть последний. على اليمين قرب يعني ما تدفعش جاهز تقريبا على اليمين بس قرب هو طلع من نهايه البنايه ها في بنايه Офицер с экипажами обсуждает дальнейшие действия. Из дома, граничащего со школой, постоянно ведется огонь по солдатам и офицерам сирийской армии в бизнес-центре. Чтобы поддержать пехотинцев, 2 танка должны нанести удар по боевикам. 1 танк должен бить непосредственно по этому зданию и бизнес-центру, а 2 танк должен прикрывать огнем, нанося удар по частному сектору за школой. Пройдешь вдоль здания аккуратно и ударишь по ним. Дорабатывай пулеметом. Все понятно? Получив задание, танкисты занимают места в своих машинах и отправляются на выполнение боевой задачи. Находиться здесь сейчас очень опасно. Соседнее здание от нас в 30 метрах. Солдаты сирийской армии контролируют треть первого этажа и постепенно движутся вперед. 2 и 3 этажи сейчас под контролем боевиков. В любой момент из глубины бизнес-центра может быть открыт огонь по нам. Стой, хватит. Ствол вправо, чуть вперед. Огонь. Два выстрела сделай по ним. Огонь. Откатись назад. Ближе. Левее ствол. Левее. Ближе. Левее ствол. Левее. 2 снаряд. Огонь. Мне сказали отойти от окна, когда несколько пуль ударило рядом. Танкисты активно задымляют все пространство, чтобы не дать прицельно вести огонь по пехоте и танкам. Согласно плану, сейчас танк отрабатывает по зданию школы, а 2 постоянно маневрирует, бьет по частному сектору за школу. Огонь! Танки своей броней прикрыли ротацию пехоты в бизнес-центре. Уже в конце атаки моя камера отказалась работать. На сегодня операция закончена. Боевые задачи, поставленные перед подразделениями сирийской армии, выполнены. Взято 4 здания, расширен плацдарм для дальнейшего наступления. Потери боевиков составили 290 человек. Изъято много оружия. Потери сирийской армии 4 человека. Сирийская армия сегодня на деле показывает, как можно бороться с такими террористическими группировками, как ИГИЛ.
Каждая войсковая операция армии стоит в разы дешевле вылетов самолетов коалиции и эффективнее по воздействию. Как нам видится, перед лицом общего врага, влечения религиозного фашизма, мировые лидеры обязаны вступить в сотрудничество с нормальными светскими силами Ближнего Востока, такими как сирийская армия. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.